машина просто чудо. Софи Лорен – обладательница потрясающей фигуры, бесконечного обаяния и несомненной харизмы. Помимо 2 Оскаров и 5 золотых глобусов и наград всех крупнейших мировых кинофорумов, у итальянки есть звание секс-символа и первой красавицы мира. Софи Лорен женственности и утонченности не занимать, но она говорила, что не придавала подобным титулам большого значения, хотя они и льстили ее самолюбию. Для нее на первом месте стояли материнство и карьера. При этом Софи не отдавала приоритета чему-то одному, однако ради детей она готова была на любые жертвы. Совмещать работу и дом сложно, но если есть любовь, дисциплинированность и доля упрямства, не страшны никакие преграды. Рост и вес Софи Лорен в молодости составляли 174 см и вес 65 кг. При этом ее параметры фигуры были грудь 97 см, талия 74 см и бедра 97 см. Зная о привлекательности, тонкой талии и пышной груди и бедер, Софи Лорен чаще всего выбирала платья, которые имели пояс и акцентировали внимание на женственной форме песочных часов. Часто можно было увидеть Софи в фильмах в элегантных и сексуальных корсетах. При этом, по словам актрисы, самый низкий вес и тонкая талия у нее были во время съемок в фильме «Чертовка в розовом трико», когда актриса предстала перед камерой стройной блондинкой, и ее вес был около 57 кг, а талия, затянутая в корсет, имела окружность всего 46 см. Софи Лорен, настоящее имя София Вилани Шиколони, родилась в Риме, но в детстве там не жила. Мать Ромильда Вилани приехала в столицу Италии, чтобы попытать счастье на сцене, ведь женщина мечтала стать певицей или актрисой. Знакомство с Риккардо Шиколони изменило планы. После этого мечты о кинокарьере пошли прахом. Рухнули и надежды на замужество. Риккардо оказался женат, а развод в Италии в то время был практически невозможен. Ромильда рожала свою первую дочь в благотворительном приюте для матерей-одиночек. Шиколони признал отцовство при рождении первой дочки, а вот вторую дочь, Анну Марию, не признал. Да, после рождения Софии Ромильда не оставила надежду удержать возлюбленного и спустя 3 года забеременела от него во 2-й раз. Но растить девочек Ромильде пришлось одной, вернувшись в свою деревушку обратно в родной городок Пацуоли, который расположен в окрестностях Неаполя, к родителям Доминеко и Луизе, простившим и принявшим дочь обратно. Молодая женщина так больше и не вышла замуж, все свои силы прожив на то, чтобы у ее девочек была жизнь лучше, чем у нее. Она давала частные уроки игры на пианино, по вечерам играла же на нем в местной забегаловке, но денег постоянно не хватало. Ни на игрушки, которые девочки сами мастерили из мякиша и глины, ни на нормальную кровать. Сестры спали вдвоем на единственном матрасе, лежавшем прямо на полу. Обучение в школе не приносило большой радости Софии. За высокий рост подростки дразнили ее жердью. Она отчаивалась, рассматривая себя в зеркале. Нос длинный, рост слишком большой, ноги не такие. Ромильда, понимая, в какую красавицу превратится ее старшее дитя, убедила дочку принять участие в конкурсе «Королева моря», проходившем ежегодно в Пацуоле, попутно рассылая ее фотографии в различные агентства. 14-летняя София попала в 3 победительниц, и ей были оплачена поездка в Рим, где она участвовала в кастингах. Мама и сестра также переехали в столицу. Спустя 2 года София становится мисс элегантностью на конкурсе «Мисс Италия 1950». Девочка настолько очаровала жюри, что было решено учредить этот титул лично для нее, старательно дефилировавшей по подиуму в закрашенных белилами туфлях и платьице, сшитом из розовых тюлевых занавесок. 2 последующих года мисс Элегантность подрабатывала кем только можно – фотомоделью для журналов мод,
стилисткой, даже снималась полуобнаженной для эротических картин. 1952 год принес ей новый, пожалуй, главный успех ее жизни. Она стала серебряным призером конкурса красоты «Мисс Рим» и очаровала главного кинопродюсера Италии Карло Понти. На момент их знакомства у Карло были жена с 2 детьми, около 2 десятков известных фильмов и созданная им звезда кинематографа Джина Лоллобриджида. Софию он пригласил на кинопробу и в первый же день ощутил на себе свободолюбивый характер начинающей актрисы. Она категорически отказалась что-либо менять во внешности при помощи пластического хирурга. Но Понти обладал кинопродюсерским чутьем и не настаивал больше на экспериментах с оперативным вмешательством. Лишь предложил будущей звезде взять псевдоним Софи Лорен и заключить с ним 7-летний контракт, на что девушка, снимавшаяся до этого в низкопробных фильмах под псевдонимом Лазара, согласилась, не раздумывая. У нее тоже было чутье, женское. София сразу поняла, что нравится Карло не только как актриса, но события развивались по неспешному сценарию жизни. Карло Понти, несмотря на нежные чувства, был достаточно жестким, когда дело касалось вложения денег и условий контракта. Софией занялись лучшие специалисты по этикету, привившие ей изящество манер, мастера сценической речи, избавившие девушку от неаполитанского говора, визажиста, обучавший ее тонкостям макияжа. Преподаватели танцев отшлифовали походку соблазнительно покачивающимися бедрами. Настойчивый Понти требовал, чтобы София читала классическую литературу, обучалась азам драматургии на литературных примерах. Лорен беспрекословно подчинялась всему, что в будущем могло принести ей пользу, и усердно изучала английский, а затем и французский язык, поскольку Карло настаивал на том, чтобы она должна будет играть не только в итальянских фильмах. В одном из интервью Лорен вспоминала, как Понти учил ее есть омлет лишь при помощи вилки и, не удержавшись, расплакалась. Но, по мнению родных, расценивать Софию и Карло как Галатея и Пигмалиона не стоило. Они были похожи скорее на спортсмена и тренера. Результаты таких тренировок не заставили себя ждать. Вскоре прекрасная и самобытная София была готова покорить мир. И случай представился, когда Клементьев Фавракасси задумал адаптировать в кино всемирно известную оперу «Аида» 1953 года. Джина Лоллобриджида не захотела играть роль, озвучивать которую должна была певица Рената Тибальти. Софи Лорен с радостью согласилась воплотить образ Аиды на экране, и вскоре о ней заговорили не только восхищенные зрители, но и критики. После этого Софи неожиданно встретилась с отцом. Узнав, что его внебрачная дочь стала кинозвездой, он попросил у нее денег, пообещав благодарность признать Анну Марию, у которой из-за отсутствия официального отцовства начались проблемы с получением школьного аттестата. Софи отдала свой первый гонорар Рикардо. Понти, желавший, чтобы его протеже узнали не только в Италии, устроил для Софии роль Хуаны в американском проекте Стэнли Крамера «Гордость и страсть». По обычаю режиссер перед началом съемок устроил вечеринку, на которой актеры могли поближе познакомиться друг с другом. Зная, что ей предстоит играть вместе с самим Фрэнком Синатрой, а также Кэрри Грантом, София очень тщательно выбирала платье и безумно нервничала. Кэрри Грант, которому в партнершах грезилась Ава Гарднер, специально опоздал, чтобы смутить итальянскую выскочку. Да еще и начал ее подразнивать, намеренно называя Джиной, подразумевая Лоллобриджиду. Но не прошло и 15 минут, как нахал уже изливал свою душу Софии, о том, как бродяжничал с труппой акробатов и о 3 неудавшихся браках. Затем актер пригласил Лорен поужинать вдвоем, а после они уже почти каждый вечер проводили вместе. Если и был в жизни Софии мужчина, за которого она могла выйти замуж и остаться в Америке, то именно Грант. Но на тот момент Софи Лорен уже 3 года была помолвлена с Карло, разумеется, тайно. Понти, несмотря на то, что был все еще женат на дочке генерала Фиастри,
не желал терять сокровище, которое буквально создал собственными руками. Мама Софии, переживающая, чтобы дочь не повторила ее судьбу, связавшись с женатым мужчиной, долгое время не могла смириться с таким положением вещей. Но Лорен, перед которой всерьез стоял выбор мужчины всей жизни, осталась с Карло, несмотря на новые страстные съемки с Грантом в голливудском «Плачущем доме». Понти, увидев происходящее на экране и зная свою Софи, срочно стал добиваться официального развода с наскучившей женой. Весной 1966 года Софи Лорен официально стала синьориной Понти. Невзирая на то, что Карло был старше Софии более чем на 20 лет, они чувствовали себя счастливыми. Единственное, что длительное время омрачало радость супругов, было отсутствие детей. Гормональный дисбаланс привел к 2 выкидышам, и отчаянно желавшая стать матерью, София погрузилась в глубокую депрессию. Она стоически выдерживала курс лечения и, забеременев в 3-й раз, буквально боялась дышать, проводя почти все время в постели и ни с кем не общаясь, кроме врачей, мужа и помощницы НС. Когда в 1968 году родился первенец, названный в честь отца, счастью родителей не было предела. В 1972 году Лорен благополучно родила 2-го мальчика, которого назвали Эдуардо. Счастливое семейство жило на вилле XVI века, расположенной неподалеку от Рима. Красивый дом в окружении угодий, где росли фиговые деревья с бассейном и теннисным кортом, конюшнями и акведуком, был их настоящим семейным гнездышком. Нагрянувшие на виллу в 1977 году карабинеры были словно гром среди ясного неба. Карло предъявили обвинения в неуплате налогов и выводе капитала из Италии и конфисковали их дом. Спустя 13 лет имущество вернули, но Софи провела в тюремной камере 17 дней, а Карло приговорили к 4 годам общественных работ. Только смерть любимого мужа, скончавшегося от воспаления легких, у нее на руках в 2007 году стала очень жестоким ударом для Софи. После его смерти уже прошло время, а легче мне не становится, я по-прежнему скучаю по мужу. В свои 87 лет легендарная киноактриса живет в Женеве вместе с бессменным личным секретарем Инес Бруччо. Старший сын Карло, которому сейчас 53 года, служит дирижером в Венской опере. Сейчас Карло Понти-младший живет и работает в США. Он женат на венгерской скрипачке по имени Андреа. Его дети – это сын Витторио Леони, ему сейчас 15 лет, и дочь Беатрис Лара, сейчас ей 10 лет. Младший сын Эдуардо Понти стал режиссером, сейчас ему 49 лет. В 2002 году она снялась в фильме своего сына Эдуардо Понти «Только между нами», исполнив одну из главных женских ролей. Эдуардо Понти женился на актрисе Саше Александр в Женеве. У пары 2 детей – 16-летняя Люсия София и 12-летний Леонардо. Кстати, внучка Софи названа в честь бабушки и очень на нее похожа. С одной лишь разницей, что она блондинка с голубыми глазами. Внуки навещают бабушку с родителями при любой возможности и постоянно общаются в скайпе. Итак, на сегодняшний момент у Софи Лорен аж 4 внуков, и она очень счастлива. Сестра Софи Лорен, Анна Мария Шиколони, вышла замуж за Романо Муссолини, сына итальянского диктатора. Внучка Бенито Муссолини приходится Софи Лорен родной племянницей. Подпишись на канал, жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя.